Да-да. О, привет, ну сейчас... Никит. Ты чё, курьером устроился? Привет. Да, ролики не залетают, надо же как-то себя прокормить. Где велик взял такой? Ой, слушай, а вот в компании LB24. Кстати, а погнали к ним, посмотрим, как устроен бизнес по аренде электровелосипедов и узнаем, сколько на этом можно заработать. Это канал The Business. Меня зовут Никита Рябков. Погнали. Наш бизнес заключается в том, что мы сдаем электровелосипеды курьерам для работы. Сколько чистыми в месяц приносит аренда одного велосипеда? У нас даже вышло на 9 точек до Питера. В Питере за год на 870% спрос на курьерских людей увеличился. Друзья, знакомьтесь, это Дмитрий Литвинов, сооснователь компании LB24. Дим, привет. Привет. Расскажи вкратце про свой бизнес. Наш бизнес заключается в том, что мы сдаем электровелосипеды курьерам для работы. Как пришла идея? Почему именно электровелосипеды? Слушай, но мы видим, что с курьеров каждым днем становится все больше и больше. Мы стали обращать внимание, что они ездят на электротранспорте. Вообще была идея продавать, покупать, продавать, но в какой-то момент увидели бизнес-модель по сдаче в аренду и подумали, а почему бы и нет. Изучили этот рынок, и в принципе он оказался перспективным, и стартанули. С чего начинали? Какие первые шаги были? Слушай, ну первый шаг был, мы просто разместили объявление на Авито, посмотрели спрос, даже не покупая товар. И за ночь порядка 10-20 обращений мне было. Я такой, ну, значит, надо делать. Все, нашли поставщиков в Питере, обговорили условия и купили 10 великов. Поставили на них датчики и разместили еще раз объявление уже с нормальными ценами, фотографиями и тому подобное. И все. Сколько денег ушло на старте? На старте ушло у нас 800 тысяч рублей. На эти деньги вы... Купили 10 велосипедов, поставили датчики, брендинг и тому подобное. И все. Вот, они сдались на следующий день. Мы взяли еще денег и еще купили великов. И так дошли до 100 великов. То есть своих денег мы зарыли порядка 8 миллионов. 8 миллионов своих денег суммарно на данном этапе. А есть еще инвесторские деньги, которые нам дали люди, и вот мы с ними работаем по модели 50 на 50. То есть там еще порядка 8 миллионов рублей. Всего суммарно потрачено сейчас на велики 16 миллионов рублей. На данный момент твой бизнес в цифрах. Сколько вы открыты? 6 месяцев. 6 месяцев. Какое количество велосипедов на данный момент? 190. 190. Сколько в штате сотрудников? В штате, не считая сервиса, 3. Не считая сервиса, 3. Да. Ну и понятно, что мы не берем бухгалтера на аутсорс и тому подобную историю. Так, 3 сотрудников, да. И какое количество клиентов в месяц примерно? Слушай, это тяжело посчитать, потому что есть люди, которые берут велик и там 3-4 месяца на нем ездят. Кто-то раз в 2 недели меняет. Ну, давай так, что... Давай ежемесячных обращений вот так вот возьмем. Мы этого не считаем. Давай скажу тебе, чтобы не врать, наверное, клиентов 100. Расскажи про помещение, где мы вообще находимся. Здесь, я так понимаю, техническое обслуживание и ремонт велосипедов проходит. А у нас здесь все целиком, и сдача в аренду, и техническое обслуживание, да. Закупаете велосипеды, привозите сюда. Дальнейшее техническое обслуживание и ремонт проводят ребята, у которых вы также по совместительству арендуете помещение. Все верно. Наш партнер, да. Давай затронем сезонность. Я знаю, к тебе много вопросов было по поводу того, как будут велики ездить зимой. То есть летом все понятно, но зимой что? Как? Слушай, ну это наша первая зима. Единственная проблема сейчас, с чем мы столкнулись, это надо все велики надо переобуть. Вот мы купили уже зимние колеса, и сейчас будем частично их переобувать. Мы выдавали курьерам перчатки, они тоже висят, но они сейчас тоже закончились. А в целом, я думаю, будет нормально. Внешний вид велосипеда меняется для зимы только шипованной резиной и перчатками. Все, да, абсолютно верно. Возможно, будем еще утеплять аккумуляторы, пока только не понимаю как. Знаешь, как это бывает? Ты едешь, идешь по улице, смотришь, а я сейчас постоянно на велике смотрю. Смотришь, кто-то, курьеры же сами тоже тюнингуют свои велики. Ты такой, о, нифига себе, прикольная идея, давай-ка сделаем так же, давай. То есть очень много подглядываем у уже действующих курьеров, кто давно в этой теме, кто давно ездит на велике. То есть они, как основные лиды, мы получаем от них обратную связь. Вот и все. Сколько у вас в парке различных марок велосипедов и какая закупочная стоимость одного велосипеда? Слушай, у нас в парке порядка, наверное, 5-6 брендов. В основном они все отличаются только немножко визуалом и наклейками. Про закупочную стоимость от 71 тысячи рублей. Это мы говорим про 2 аккумулятора. Вот. И плюс мы еще ставим датчик, брендинг. Это еще рубля 3-4 уходит плюсом, чтобы велик выехал, как говорится, на линию. В среднем 75 тысяч рублей где-то. Примерно так, да. Классический электровелосипед состоит из рамы, 2 колес и сиденья. На руле находится дисплей, ручка газа и ручки тормоза. У велосипеда есть фонарь, поворотники, гудок и 3 скорости.
Под сиденьем находится аккумулятор, которого хватает примерно на 40 километров, а двигатель находится в заднем колесе. Сколько чистыми в месяц приносит аренда одного велосипеда? Слушай, ну если мы берем простой, ремонты какие-то, да, то я думаю, что порядка, мы округляем до десятки. Вот. 10 тысяч рублей В среднем. чистыми в среднем в месяц приносит аренда одного велосипеда. Да, если все хорошо, есть спрос, он не ломается и все. Да. Внимательный зритель уже может посчитать, сколько ребята зарабатывают в месяц чистыми в целом, вот, но конкретную сумму мы расскажем дальше. Есть велики, которые мы сдаем по 9 тысяч рублей в месяц, есть по 10, есть по 12, есть по 14. И то есть еще оборот от этого зависит, какие велики сейчас, как говорится, в работе. А из чего складывается цена? Почему какие-то за 9, какие-то за 14? За 9 велик с одним большим аккумулятором, за 10 самые первые велики, которые уже полгода проходили, да, то есть они подизношенные, так сказать, они с двумя аккумуляторами по 10. По 12 велики с двумя аккумуляторами, ну, примерно которым там от месяца до 3. А за 14 это прямо новые велики, которые вот мы только собираем и сдаем в аренду. То есть примерно от месяца до 3, там, или от месяца до 2 мы сдаем их по 14 тысяч. Мы все смотрим, тут же много факторов. Какое состояние велика, внешний вид, техническое обслуживание и тому подобное. Потому что бывает такое, что человек может уехать на велике и тут же, блядь, попасть в ДТП. И все. Ты его больше по 14 тысяч не сдашь. У нас большой минус то, что мы не можем застраховать свою технику. Там, от тоталов, угонов и тому подобное. Хорошо, давай расскажем нашим подписчикам, как удается делать так, чтобы ваши велосипеды не крали. Но сначала, кто ваша целевая аудитория, кто ваш клиент? Наши клиенты — это физические и юридические лица. В основном это курьеры. Но летом бывают случаи, когда люди просто берут себе велик в аренду, чтобы ездить, например, на нем на работу. Не тратиться там на такси, либо на метро. Вот. Сейчас только это курьеры, да. Вот. И юр, и физлица. Чтобы не крали велосипеды, мы ставим на них датчики Starline с возможностью глушилки. Прямо во время движения. Ага, то есть вы сами закупаете отдельно велосипеды, отдельно едете и ставите на них датчики? Мы отдельно закупаем датчики и сами здесь у себя устанавливаем. Сами устанавливаете? То есть Мы уже велосипеды, научились. в принципе, сами не продаются с датчиками? Нет, конечно. Никто вообще не думал, что автомобильные датчики можно ставить на велосипеды, что они будут работать и глушить. Это мы попробовали, и все вообще очень сильно удивились, куда мы их ставим. Когда приехали в Starline, они такие: так, берем велосипед, берем датчик, такие: так. Ну давай попробуем, давай, хоп, все, заработало. И ты можешь в прямом эфире отслеживать все свои велосипеды? Да, где они перемещаются. Сейчас мы дописываем свою IT-платформу, где внедрим тоже эту историю с возможностью в онлайн-режиме смотреть, где какой велик едет. Потому что карта покрытия, там, весь Питер, вся Ленобласть. Представь, у тебя 200 великов, и ты должен в онлайне их смотреть. Да. И в случае какой-то возможного угона ты можешь его дистанционно... Заблокировать, да. Я могу найти его и дистанционно заблокировать, все верно, да. Уже были случаи, когда у нас велики там бросали в парке, так сказать, не по своей вине, да, и мы по датчику их находили. Были случаи, когда люди от нас там не брали трубки, гасились и тому подобное. Мы находили, подъезжали, объясняли, что так делать не надо. Ну, некоторые люди в шоке от того, что не знают, что там стоит датчик. У нас арендатор не брал трубку, а я смотрю по карте, он здесь недалеко едет. Я беру, глушу велик, он полностью блокируется. Думаю, сейчас подъеду, поговорю. Смотрю по карте, он перемещается, то есть он велик со собой тянет. В какой-то момент я подъезжаю, смотрю, стоит велик. Я приехал на машине, стою, жду. Подходит спустя 15 минут 2 парня нерусских. Начинают велик пытаться заводить. Я говорю: господа, здравствуйте. Они такие: меня, хоп, а вы кто? Я говорю: это мой велик. Я говорю: а почему трубку не берете? Они такие: там, это брата, номер, там, туда-сюда. А вы заблокировали? Я говорю: я заблокировал. Когда деньги будут? Они говорят: завтра. Ну, я тут же кнопку нажал, ну все, и люди дальше поехали. Был случай, когда просто нам скидывают наш велик, в парке лежит, и говорят: это ваш велик? Я говорю: да, наш. Они говорят: ну, вот здесь уже 2 дня типа лежит. Мы начинаем пробивать, кто на нем ездил, когда, всю информацию. А оказалось, что парня кончилась регистрация, его прям в парке сотрудники полиции задержали, догнали, блядь, на велике, прикинь, короче, да, и... Он просто бросил велик? Просто, ну и вот его задержали, и все, а велик остался.
все, приехали, забрали. Чё. С какими юридическими лицами работаете? Важна рыба, большая сетка питерская, суши. Мы сейчас у них 6 юрлиц обслуживаем. Могу я здесь сделать заметку? Оказалось, я сам не знал, Дима рассказал, что компании типа самоката, важной рыбы своим курьерам не дают транспорт для перемещения. Возможно, могут дать какой-то старый убитый просто обычный велосипед. Просто их достаточно много стало в городе, я думал, что выдают. Оказывается, нет. Это не их бизнес. Их бизнес доставка. Им не нужно содержать свой сервис, закупать запчасти, иметь механиков. Поэтому они берут их все в аренду. На нас даже вышло на 9 точек до Пиццы. Вот мы сейчас с ними тоже будем заключать договор и работать. Вот. То есть сами курьеры покупали сами себе велосипеды до этого? Да, либо брали в аренду также. Все всегда думали, что компании крупные дают велики. Нет, никто не дает. Все посредники, такие как мы, выдают велосипеды компаниям. Вот. Это удобнее им и нам, и курьерам тоже. Насколько рынок свободен сейчас вообще по России? Аренды? Слушай, я не оценивал рынок России. Я знаю, что в Москве вообще там просто бойня за клиента идет. Но там у курьеров в 10 раз больше, чем в Питере, я думаю. Но компании открываются. И я думаю, что еще года 2-3 этот рынок можно завоевывать и завоевывать. Вот и все. Понятно, что есть, наверное, сезонность какая-то. Вот мы сейчас в первую зиму только заходим. Я не знаю, зимой говорят, что наоборот больше спрос. Я в это верю, потому что летом курьеры ходят пешком, ездят на самокатах, на своих великах, а зимой только электротранспорт. Вот и все. Посмотрим. Да, конечно, сейчас будут сложности у нас. Первая сложность — это все 200 велосипедов переобуть на зимнюю резину. Как бы это очень затратно по деньгам, затратно по времени. Ну ничего, справимся. Че, какие у нас варианты, как говорится? Давай простыми словами расскажем, как открыть такой бизнес в регионе, пошагово. Слушай, ну для начала нужно просто открыть Авито, тот же самый, посмотреть предложения. Сдаются велики, не сдаются. Потом найти поставщиков. Я выбрал лучше из местных. Не заказывал ни с Питера, ни с Москвы. Пытался найти местных. И также очень важная особенность данного бизнеса, чтобы был свой сервис. Можно, как мы, взять и заколлаборироваться уже с действующим сервисом. Просто вы будете заниматься арендой, а они будут заниматься вашим ремонтом. Потому что без ремонта прокат такая себе история, успех. Уже проходили. Это уже у нас 4-й офис, куда мы переезжаем. И вот сейчас бизнес-модель она совпала. Первое — проверить спрос. Второе — найти поставщиков. Третье — найти сервис, который будет помогать с техническим обслуживанием. Да, и сделать коллаборацию, и все. Дальше закупить великов, разместить объявление на Авито, и все, и сдавать. В Питере очень большой спрос. Ну, с каждым днем конкурентов все больше, но опять же мы видим, что люди из других компаний приходят к нам, как и юрлица, как и физлица, потому что у нас лучший сервис, у нас новее модели великов и цены доступнее. Вот и все. Какой объем рынка для понимания? Даже РБК не говорит таких цифр. Мне кажется, несколько миллионов курьеров официально в России точно есть. Но по данным какого-то издания, в Питере за год на 870% спрос на курьерские услуги увеличился. Вот. Обсудим финансовую модель. Из чего складываются доходы? Это сданные велики. Вы сдаете только велосипеды в аренду? Только. Каких-то кросс-продаж больше нет? Нет. Хорошо. Какой оборот среднемесячный? Ну, в прошлом был 1 900 000. 1 900 000. Какие статьи расходов есть? Аренда офиса, зарплата сотрудникам, ремонты велосипедов, выплаты инвесторам, что еще? Маркетинг обязательно. Ремонт велосипедов. В прошлом месяце мы потратили там 78 тысяч на ремонты. А это, которые как бы по нашей вине случились. Вот. Дальше на рекламу мы потратили 140 тысяч рублей. Это прицепы, авитологи, маркетинговый бюджет для Авито, да. Вот. На офисные расходы там 90 тысяч рублей, зарплата 250, датчики там 109 тысяч рублей мы потратили на новые велики. Вот. Инвесторам выплатили 130 в прошлом месяце. Ну и дивиденды все забрали, все. 1 100 000. Где видишь бухгалтерию? В заметках. Пока что. У вас ООО, правильно понимаю? Да. Почему не подходит ИП и там тем более самозанятость? Ну, потому что мы готовим компанию, возможно, в будущем на продажу. И когда у тебя ИП, что ты продашь? ИП? Нет. Поэтому сразу пошли, сделали ООО, повесили на него товарный знак, сделали определенный устав, так как мы еще будем продавать доли в дальнейшем, чтобы привлекать инвестиции. Вот. Такие планы. Самый интересный вопрос. Сколько чистыми выходит при наличии такого бизнеса?
Слушай, ну тут в среднем, я думаю, что надо учитывать простой, амортизации, великой зарплаты. Ну, я думаю, при парке 150 велосипедов, 160, да, чистыми можно 1 миллион забирать себе. Вот. Вас двое, вы с партнером? Да, 50 на 50. 50 на 50? Да, да. Окей. То есть примерно ты зарабатываешь там 500 тысяч рублей в месяц. Вы в процессе работы привлекали инвесторов. Расскажи про эту модель. 50 на 50. Что вы обещаете инвесторам, какие сроки Ну, окупаемости? то есть окупаемость год. Инвестор покупает велик, мы его сдаем в управление, и прибыль 50 на 50. Вот. Инвестора не волнует ремонты, простой и тому подобное. Но есть четкая фиксированная сумма с каждого велика, который он получает. Да. Вот. Сейчас у нас порядка, не помню точно, 6 или 7 инвесторов. Надо смотреть. Они купили в общей сложности 90 велосипедов. 90. То есть это порядка 7 миллионов рублей инвесторских денег. На данный момент еще инвесторов ищете? Слушай, нет, на данный момент мы просто решили, что мы в зиму войдем на 200 велосипедах. Это вот мы сейчас как раз-таки 10 штук докупить и все. Потому что мы хотим понять, как они себя поведут зимой. Вот. Поэтому мы не хотим себя брать больше ответственности и тому подобное. Поэтому сейчас все закончили. Инвестора есть, но просто у нас потребности в этом нет в данный момент. Всё. Расскажи про маркетинг. Какие каналы привлечения клиентов используете? Слушай, у нас основной канал привлечения — это Авито. В основном, да, там даже авитологов сейчас я взял на работу. Вот. Плюс у нас есть свой телеграм-канал, в котором там сейчас 240 подписчиков, по-моему. Это все курьеры. У нас, когда появляются свободные велики, либо акции, мы туда выкладываем. Плюс у нас в городе еще стоят рекламные прицепы с нашими баннерами. В принципе, оттуда тоже неплохая реклама идет. Ну и как бы все. Ну и сарафанка, потому что многие курьеры видят брендинг на велосипедах и обращаются к нам. Все, пока все. Я считаю, что здесь типа использовать Яндекс.Директ, ну, типа, не очень корректно, потому что вряд ли курьеры гуглят эту услугу в Яндексе, к примеру. В основном все Авито. Вот. Поэтому бюджеты на Авито только будут увеличиваться. В завершение, планы на будущее. Наши планы на будущее — до Нового года продать 3 франшизы. Вот, заявок очень много. С парой кандидатов из разных городов мы будем встречаться на днях в Москве. Вот, но пока что мы доделаем свое IT-решение, потому что без него мы продавать франшизу не будем. Потому что это опять будет просто воздух и вода. Поэтому франшиза должна быть ценность. Как только доделаем, у нас будет несколько пакетов от 10 велосипедов до 50. Что вообще будет входить в франшизу? Полностью наше IT-решение, полностью наш товарный знак, брендинг, маркетинговые инструменты, вот, наша бизнес-модель, все инструкции пошаговые, потому что мы потратили полгода, чтобы понять, к чему идти, а тут человек сразу сможет все купить, все наши знания. Ну и, естественно, поставка велосипедов и датчиков и всего под ключ. То есть ты платишь и уже на выходе получаешь готовые велосипеды, готовую пошаговую инструкцию, как, где, кому их предложить. Какая ориентировочная стоимость будет? Ну, стоимость будет от 1,5 миллиона до 5,5. То есть в эти 5,5 миллионов будет входить 50 велосипедов, полностью с брендингом, с датчиками, совсем под ключ, и также наша айтишка. Вот. И паушальный взнос будет 1 миллион. То есть он уже зашит в эту стоимость. А за 1,5, по-моему, у нас паушальный взнос 500 и 10 велосипедов. Мы точно пока прописываем, чтобы всем было комфортно. Ну, по итогу посмотрим ближе к Новому году. Ну что, спасибо, что провел с нами день, рассказал и показал, как устроен бизнес по аренде электровелосипедов. Желаю удачи в развитии бизнеса. Обращайтесь. Всем пока. Друзья, на моем канале еще много интересных выпусков. Например, как открыть футбольную школу или как заработать на чистке кроссовок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Пока!